Марго всегда чувствовала, что ее сердце принадлежит не только родному городу, не только семье и друзьям, но и чему-то большему. Возможно, миру. Она работала в благотворительной организации, помогала другим издалека письмами, пожертвованиями, организацией мероприятий. Но однажды поняла, она хочет поехать туда, где помощь нужна не на словах. И вот она в Африке, на Красной земле, среди ярких платков, песка, смеха детей и песен по утрам. Это было в Кении, в одном из городов, где за пестрыми туристическими улочками начиналась другая реальность, суровая, но настоящая. Именно там, на обочине у рынка, она впервые увидела их. 6 девочек, худеньких, босых, с внимательными глазами. Старшей было, может быть, 10, самой младшей едва 5. Они сидели на земле и делили между собой одну лепешку, смеясь и будто бы забыв, что рядом взрослые проходят мимо, не обращая внимания. Марго узнала, что родители девочек умерли в разное время, кто-то от болезни, кто-то в результате насилия или просто исчез. Родственников не осталось. Они выживали как могли, иногда спали у стены церкви, иногда на рынке, питались тем, что удавалось найти. Для местных это было не редкостью, но для Марго это стало личным. Она приходила к ним каждый день, приносила еду, одежду, слушала их истории. За неделю они уже смеялись вместе, играли, учили ее местные слова, а она их английскому. И в какой-то момент, глядя в глаза старшей Акиле, Марго поняла, она не может уехать, оставив их. Не просто помочь, а забрать их. Дать им дом. Решение было не просто смелым, оно было огромным. Но ее муж, Алекс, поддержал ее с первого слова. Начался долгий путь. Запросы, документы, переговоры, юридические процедуры, социальные службы. Все это заняло месяцы. Но каждую неделю Марго созванивалась с приютом, куда временно устроили девочек, писала письма, присылала посылки. И вот, через полгода, 6 девочек впервые появились в аэропорту США. Они дрожали от волнения, но держались за руки, как маленькая армия надежды. Марго и Алекс встретили их с табличкой, на которой было написано «Добро пожаловать домой». Сначала было непросто. Язык, новый климат, запахи, еда. Но дети быстро учатся. Через пару месяцев девочки болтали по-английски, спорили, смеялись. У каждой появилась своя комната, свои игрушки, книги и даже мечты. Ния хотела стать доктором, Бахати певицей, Лейла учительницей. Скоро они пойдут в школу. Их ждут первые уроки, первые друзья, первая зима со снежками и какао. Они все еще спят иногда, держась за руки по привычке. Но теперь они засыпают в тишине, под теплым одеялом, зная, что завтра будет, и что их кто-то любит. Марго не считает себя героем. Она просто сделала то, что не могла не сделать. Она увидела, почувствовала и выбрала любовь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.